Привет всем! Сегодня мы отправимся во Францию, чтобы посмотреть потрясающей красоты заброшенный особняк, оставленный своим владельцем на растерзание вандалам. Этот дом – это что-то невероятное, такое просто не может быть заброшено, думала я, когда впервые увидела его фото. Но дом оказался вполне реальным. Мы посетили его 2 раза, и в промежуток между этими визитами с сожалением отметили, что состояние дома становилось только хуже и хуже. Красота не спасла особняк от нашествия полоумных вандалов, крушащих все на своем пути. Окна, лестницы, двери и даже стены и потолки. В сегодняшнем эпизоде будут также присутствовать видео, которые я снимала на телефон во время нашего первого визита, когда еще некоторые части дома не были замурованы и в них можно было попасть. Не запутайтесь! Мы шли сквозь реденький лес, а впереди уже виднелась заветная башенка. Когда мы были здесь первый раз, то во дворе нас встретило целое море одичавших нарциссов. Так часто бывает у заброшенных домов, когда цветы, оставшиеся без контроля, своевольно заполняют пространство. Сказочный теремок в викторианском стиле, со остроконечной башенкой входом и причудливыми маленькими балкончиками, заросший неконтролируемым плющом и молодыми деревьями на крыше. Мы какое-то время просто восторженно на него глядели, перед тем, как зайти. Когда смотришь на дом со стороны, то сразу бросается в глаза, что он состоит как бы из 2 частей. Первая – парадная с башенкой, и вторая, над которой располагается открытая терраса. Внешне казалось, что вандалы не сильно повредили его, но когда мы приблизились, то заметили валяющиеся тут и там детали мебели и строительных материалов. Войдя внутрь, мы поняли, насколько в принципе было обманчивым впечатление о сохранности этого места. Здесь сломали и перевернули вверх дном буквально все. Остатки мебели, унитазы и раковины, зеркала. Стены в некоторых местах изрисовали граффити. Начали разбивать пол и ломать красивую деревянную лестницу на 2-й этаж. Зрелище было довольно грустным, и перешагивая через горы валяющегося на полу мусора, мы рассматривали комнату за комнатой. На 1-м этаже находилась кухня, а также и вместительные гостиные за красивыми дверными проемами. В наш первый визит одному зеркалу в главном зале даже удалось уцелеть, но кто-то решил художественно облить его краской. Во 2-й визит зеркало уже добили. Вандалы даже не пощадили красивую стеклянную дверь главного входа, через разбитые стекла в которой уже начали пробираться растения. О том, насколько богат и роскошен когда-то был этот особняк, можно было судить по оставшимся следам преступлений. Торчащие гвозди на стенах, где когда-то, скорее всего, были деревянные панели, вырванные выключатели и розетки, и даже разобранный пол. Про мебель и детали интерьера и говорить нечего. Ничего не сохранилось, кроме пары громоздких шкафов. Все вынесли подчистую или тут же разнесли. Но кое-что здесь все-таки осталось, а именно 2 шикарные необычные лестницы, стержень и сердце этого дома. Первую, парадную и массивную, мы заметили сразу при входе. Она соединяла между собой все 3 этажа дома и имела искусно выпиленные деревянные перила. Вторая, можно сказать, служебная, полностью пронизывала дом, от подвала до выхода на крышу. Гораздо меньше и уже первой, она была способна вскружить голову, стоило только ее увидеть. Выполненная из мелкой белой плитки, лестница, если смотреть на нее снизу вверх,
представляла собой уходящую в свет спираль, а ее перила-столбики только лишний раз это подчеркивали. Мы поднялись по той самой чудесной винтовой лестнице и вышли на террасу с видом на 3 стороны дома. Поля, лес и соседнюю с домом ферму, где кто-то жил и доносилось блеяние барашков. Заднюю часть крыши, где мы находились, от передней отделяла еще одна надстройка над домом, предназначение которой мы не особо поняли. Просто огромное просторное помещение, полы в котором уже стали мягкими из-за проникающих сюда дождей. Мы прошли помещение насквозь и оказались на второй небольшой террасе перед конусовидной крышей башенки. Просто не дом, а лабиринт. Внутри она была маленькой и пустой, и, закончив на этом обзор крыши, мы решили вернуться к осмотру 2 других оставшихся этажей и подвала. Третий этаж под террасой представлял собой нечто вроде единого и немного закрученного пространства, где, скорее всего, ремонтные работы в свое время так и не были закончены. Здесь даже имелся кусочек стеклянного потолка. Своими узкими переходами между частями дома и множеством различного типа комнат дом напоминал лабиринт. Второй этаж под террасой представлял собой маленькие спальни и множество санузлов. Одна из душевых комнат сохранила таки мозаику синего цвета с вкраплением рисунков с изображением бабочек. В одной из комнат остался валяющийся на полу матрас. Второй и третий этажи части дома с башенкой были выполнены совсем в ином стиле. Во-первых, довольно много пространства там занимала громоздкая деревянная лестница, а все остальное приходилось на наполненные светом большие залы с высокими потолками, имеющие выходы на балкончики башни. Во-вторых, в отличие от части с террасой, здесь все было выкрашено преимущественно в один цвет – белый. Мы вернулись к винтовой лестнице, чтобы спуститься по ней до подвала, но как только мы шагнули с последней ступеньки во мрак подвальных катакомб, то сразу почувствовали подвох и вернулись на нее обратно. Включив свет поярче, мы обнаружили, что пол подвала полностью затоплен, и если со стороны дома под террасой вода поднималась сантиметров на 5, то со стороны башенки ее уровень был выше раза в 4. Идею с исследованием подвала пришлось оставить. Еще один вход в подвал. Ну что там? Все мокренько.
Надо сказать, что во время нашего первого визита пару лет назад мы были не одни. Вместе с нами по дому прогуливались охотники за привидениями со всеми своими приборами и также группа подростков-анимешников, которые пришли сюда, чтобы сделать фотосессию. Сейчас же в последние годы опеку над домом взяли довольно агрессивные соседи, которые больше никого на территорию не пускают и правильно делают. Но обо всем по порядку. Сейчас же пришло время познакомить вас с историей этого потрясающего особняка. Особняк был построен в самом конце XIX века успешным торговцем, которому на пенсии захотелось деревенских тишины и покоя. Но сначала появилась только одна часть будущего замка, та самая часть под террасой, когда-то бывшая обычным домом квадратной формы на 3 этажа. Позже, в 1913 году, дом приобрел в собственность парижский предприниматель, выкупивший в округе за последующие 10 лет еще порядка 17 домов. Но именно этот дом стал его самым грандиозным проектом. Предприниматель достроил особняк, приделав к нему ту самую красивую часть с башенкой, и уже тогда дом получил привычный нам вид. После он еще несколько раз менял хозяев, совершенствовавших его с каждым новым разом все больше и больше. В частности, есть предположение, что мозаика с бабочками появилась там в честь очередной хозяйки по фамилии Папийон, что переводится как «бабочка». В 70-х годах особняк выкупил иностранец, заново отремонтировавший и восстановивший нуждавшиеся в этом части, и прожил тут около 3 лет, а после по непонятным причинам покинул Францию. Говорят, после его отъезда наполненный вещами дом несколько лет верно ждал своего владельца. Но воры и вандалы раньше времени поставили на его возвращении крест. Особняк вскрыли, и с тех пор на протяжении многих лет продолжали растаскивать его содержимое. Да так, что остались только голые стены, да никому не нужный хлам. Камины, плитку, пол и даже выключатели поснимали и повыдергивали. О мебели и предметах интерьера уже вообще никто не вспомнит. Однажды мэр соседнего городка даже как-то дозвонился до иностранного владельца, чтобы узнать, что тот собирается делать со своей недвижимостью. На тот момент хозяин особняка жил в Штатах, но ни продавать, ни возвращаться в него он не собирался. «Видимо, он просто доволен тем, что позволяет дому обращаться в руины», – буркнул мэр, но больше ничего сделать не смог. Итак, особняк-лабиринт, насчитывающий 27 комнат и огромное количество ванн и душевых, с садом, лесом и полями, его окружающими, стоит невостребованным и забытым. Смотря на обступающий его мир и переходящую сюда с баллончиками краски и непроработанными комплексами молодежь, пустыми оконными рамами. Вот какая грустная история получилась у этого дома. Сейчас за ним приглядывают соседи, которые, как поговаривают, и станут новыми владельцами особняка. Во всяком случае, они уже по-хозяйски замуровали окна и двери 1-го этажа и без зазрения совести спускают на всех непрошенных гостей своих собак. Нам еще повезло в последний раз взглянуть на этот потрясающий дом. Надеемся, что у него все-таки будет какое-то будущее, потому что всегда очень жалко, когда пропадает настоящая красота. Также надеемся, что это место и видео вам понравились. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для нас это очень важно. Ну и до новых встреч. Пока!